that like physical exercise has positive effects on our physical health, Так же, как физические упражнения оказывают положительное влияние на наше физическое здоровье, that music tunes the brain for auditory fitness. точно так же и музыка настраивает головной мозг на слуховое здоровье. Therefore, it's a promising intervention. И поэтому это вот достаточно многообещающий метод. Next slide, please. So, demonstration of this is another journal article on the listening program published this year. Ну вот еще одна статья в журнале, которая была опубликована в этом году, тоже демонстрирует то же самое. International Journal of Therapy and Rehabilitation. Это международный журнал терапии и реабилитации. Autism study. Изучение аутизма. Исследование, извините. A common characteristic of autism is that children have overly sensitive senses. Ну, общая характеристика аутизма это то, что чувства вот слишком обострены у этих людей. They have difficulty processing auditory, touch, and visual input through the senses. И у них сложности с тем, что они не могут обрабатывать ни звуковые, ни акустические, ни зрительные, ни тактильные информации. And their environment is stimulating, leading to behavioral problems. И их окружающая среда слишком стимулирует их, и это ведет к проблемам поведенческим. So this study was investigating if the listening program could reduce the sensitivity in their senses. Ну и вот это исследование как раз было направлено на то, что изучали, может ли вот эта программа слушания, listening program, уменьшать восприятие. So with the result, that rather than being too sensitive when sound is present and having to cover their ears to protect themselves. Ну вот вместо того, чтобы быть слишком чувствительными, да, закрывать даже уши, когда какой-то звук они слышат. The following intervention, this no longer happened. Вот следующая интервенция уже больше не происходит, больше не имеет места. So their sensory processing improved. Улучшается их переработка сенсорная, обработка сенсорная. Leading to the child feeling comfortable in their world rather than anxious. И это ведет к тому, что ребенок в своем этом мире уже чувствует себя более комфортно, а не возбужденно. This becomes very important in the treatment of autism. Это становится очень важным при лечении аутизма. If the child is stressed, they cannot pay attention, communicate, or learn. Если ребенок находится под стрессом, то он не может ни внимания обращать на что-то, ни обучаться, ни коммуницировать. So we have to first calm their nervous system so that we can reach these children. И таким образом нам нужно сначала успокоить их нервную систему для того, чтобы каким-то образом достичь до этих детей. In the listening program, we have different protocols. В нашей программе у нас есть разные протоколы. If we have somebody with a brain injury, если у нас есть кто-то с нарушением головного мозга, с такими проблемами, problems with sensory perception, если есть кто-то с проблемами сенсорного восприятия, we have a protocol which is called Spectrum. у нас есть такой протокол, который называется спектрум. So it's a very gentle protocol. Это очень такой мягкий протокол. That focuses the sound training in the low frequency sounds. Он фокусируется на вот этих тренировках, на звуках низкой частоты. That have more direct effect on subcortical brain areas. Которые имеют больше эффект на подкорку. To create support for the higher levels.
для того, чтобы это создавало поддержку более высоких уровней. Next slide. This video won't translate well, so I'll just tell you this story. Ну, видео вы посмотрите, но его перевести будет почти невозможно, поэтому расскажу вам. That child you see with his father is a 5-year-old boy named Ethan. Вот этот мальчик, которого вы видите, это мальчик, ему 5 лет, его зовут Итан, и он со своим отцом. Ethan has autism. У Итана аутизм. His So father. he said you've noticed really neat. Okay. Translate that. So Мне we're не not going to слышно, play. поэтому... So we're not going to play. We can't hear to translate. So. Сейчас он расскажет, а потом пустим. Just briefly, what's very interesting about this case. Ну вот просто коротко, это очень интересный был случай. First of all, the father is an engineer and was very skeptical that music could help his son. Ну, во-первых, отец инженер этого мальчика, и он очень скептически относился к тому, что вот считал, что музыка не поможет. Highly analytical guy. Он такой аналитик. Also, many of you will know that typically it's the mothers that are bringing children to therapy, not the fathers. Ну и также вы, наверное, знаете, что обычно мамы водят на лечение детей, а не папы. His father here. А тут вот мы видим как раз папу с ним. At least in the U.S., that's very unusual. Ну, во всяком случае, в Штатах это достаточно необычно. But he's here because his son has been receiving the listening program now for 2 weeks. Ну вот он пришел, потому что его сын уже проходит эту программу listening, слушания уже 2 недели. And he had a very significant result very quickly. И результат был очень быстрым и очень значительным. He had poor attention. Он плохо внимание мог сконцентрировать. He couldn't follow simple directions. Не мог выполнять какие-то очень простые команды. And he was not yet able to read. И в то время еще читать совсем не мог. First, I want to say what I'm going to tell you is not the usual result this fast. Ну, первое, что я вам хочу сказать, что вот так быстро полученный результат, это необычно. So I want to manage expectations for the therapy. И я хочу, чтобы правильные ожидания были от этой терапии. Normally, these changes take much longer. Обычно вот такие изменения происходят за гораздо более длительный период. But within 2 weeks, this child learned to read. Но тут вот за 2 недели ребенок научился читать. Which tells us he was ready. Ну и мы понимаем, что он был готов. But the training unlocked the ability to begin. Но фактически вот эта тренировка, она раскрыла его способность начать. Something unlocked. То есть просто вот раскрыла. He's able to pay attention to tasks and activities. Он теперь смог внимание уже действительно концентрировать на каких-то заданиях, на какой-то деятельности. And he can follow multiple directions at one time. И он много задач может одновременно воспринимать и выполнять. He takes karate training. Он ходит на тренировки карате. Normally, when his instructor tells him something to do, he just stands there. Но обычно, когда тренер ему говорит что-то сделать, он просто стоит. Would not respond. И не реагирует. Now he could tell him 3 things to do. А теперь он ему может, тренер, сказать, сделать какие-то 3 вещи. He'd go and do them. И он идет и делает. It was very exciting for this father. Для папы это действительно было просто очень удивительно. This child had an added element in his therapy. И у этого ребенка еще был такой дополнительный элемент в лечении. Which, in addition to hearing the sound through the earphones, плюс к тому, что он звук слушал через наушники, he received stimulation through a vibrational
bone conductor. Он получал еще стимуляцию через такой вибрационный костный проход. We have two natural ways that we hear. Ну, два есть таких природных причин, да, что мы слушаем. Air conduction and bone conduction within the Есть body. костная проводимость и есть воздушная звуковая проводимость. So, is this something that's, well, it's a known principle. And when we are speaking and hearing ourselves, we're hearing our voice from within our body. Ну, это известный принцип, когда мы говорим, когда мы слышим себя, то мы свой голос слышим из тела. It's the body is conducting the sound of the cochlea. То есть фактически тело передает звук в улитку. So in the listening program, we have created a specialized headphone. А вот в нашей программе, то есть слушания, мы специализированные наушники разработали. That sends the music through the body. При помощи этих наушников музыка проходит через тело. To provide a calming effect. Таким образом, она производит эффект успокаивания. To directly stimulate the vestibular system with low sounds. Напрямую стимулирует вестибулярную систему низким звуком. And to teach both listening through bone and air conduction. И дальше обучение происходит слушанию через и костную проводимость, и воздушную проводимость. А теперь видео давайте посмотрим. There's no just a demonstration. Тут звука нету, а просто вот идет демонстрация. Нет, дальше. Which one, Alex? The last one. It's a video. Back. Назад. Предыдущий. Should be video. Тут видео должно быть. Есть? О, есть. Okay. So we see the music goes through the earphones, which is air conduction. Видим, как музыка проходит через наушники, это воздушная звуковая проводимость. Then a transducer, which delivers through bone conduction. И потом она проходит через костную проводимость. We do simultaneous therapy of air and bone conduction with the listening program. Ну и мы одновременно тренируем и костную проводимость, и воздушную звуковую проводимость при помощи наушников. Next slide. The equipment that is used to do that is called waves. То оборудование, которое используется для этого, оно называется waves, то есть волны. So it's a headphone that you see, very high quality, Это вот наушник, который вы видите, он очень высокого качества. with a large transducer on the headband. И на вот этой Дуге. на макушке, да, там специальный передатчик. So the music plays into the small amplifier that you see. То есть музыка играется через вот этот небольшой усилитель, который вы видите. Where you control the volume of the music Там вы можете контролировать громкость музыки. and the amount of vibration stimulation. И также можете контролировать вот количество вибраций, которые идут для стимулирования. So using this, we get 3 forms of sensory stimulation with the music. И таким образом мы получаем 3 формы стимуляции при помощи музыки. So somatosensory stimulation, Соматосенсорная, vestibular, вестибулярная and auditory. и слуховая. The only way to stimulate the vestibular system with sound at a safe volume
Единственный способ, как можно стимулировать вестибулярную систему при помощи звука, так чтобы это безопасный гомон. which is low frequency sounds below 500 hertz through bone conduction. Это ниже 500 Гц, низкие звуки, которые идут через костную проводимость. This has been very well researched by Dr. Ian Curthoys in Australia. Это очень хорошо исследовано в Австралии доктором Иэном Curthoys. And this is important because we can stimulate 2 of the 3 vestibular otoliths. Ну и это очень важно, потому что мы тут можем стимулировать 2 из 3 слуховых длины. The sacual and the utricle. Sacual and utricle in the vestibular system. В вестибулярном аппарате там есть мешочек и мешочек перепончатого канала и еще один мешочек. Вот тут про них говорить, там разные немножко клетки находятся. Оба они стимулируются. So these are responsible for posture. Ну и это отвечает за положение тела. So essentially, vertical postural changes in orientation, acceleration, То есть это and вот deceleration. ускорение, замедление и изменение положения вертикального тела. These are areas where children with neurodevelopmental problems frequently have difficulty. Это как раз вот то, с чем у детей с этими проблемами очень часто возникают сложности. Slide, please. Okay. This is a short case study on a boy named Nico in Italy. Это тоже такое небольшое исследование проводилось. Итальянский мальчик, которого зовут Николо. 8-year-old boy with a chromosome problem called trisomy 18 mosaicism. Это мальчик, ему 8 лет, и у него проблема трисомия 18 мозаицизм. It's the only child in Italy with this condition. Это единственный ребенок в Италии вот с таким заболеванием. We did the spectrum protocol with the air and bone conduction equipment. Мы провели вот этот протокол спектрум при помощи оборудования для костной проводимости и воздушно-звуковой проводимости. 15 minutes in the morning, 15 minutes in the afternoon. 15 минут утром, 15 минут днем. Therapy was done in the home, administered by his mother. И лечение проводилось дома, и мама проводила эти тренировки. Prior to this, he had 4 years of different therapies, До этого 4 года он получал разные лечения, including hyperbaric oxygen therapy, включая Гипербарическая оксигенация. оксигенацию, therapeutic horseback riding, также хипотерапия and bioenergy stimulation. и биоэнергетическая стимуляция. So we had a baseline of 4 years with these interventions. То есть 4 года вот фактически проводилось это лечение, Which he responded to. на что он реагировал. The changes that I'll report are after the music of the listening program was added to the other therapies. Но очень вот большие изменения были зарегистрированы после того, как применили звуковую терапию. Slide, please. In his first 4 weeks of therapy, За первую за первые 4 недели вот этого лечения his intention improved and he became aware of his surroundings. улучшилась его способность обращать внимание, и он стал осознавать окружающую среду. This is a child that wouldn't notice, if that boy was standing here, he would not notice this room full of people.
Ну вот этот before. ребенок, который до этого, например, вот если бы он стоял на одном месте, то он бы просто не замечал, что перед ним вот аудитория He'd have ребенка народа. no concept that you were here or this event was taking То есть place. он совершенно не осознавал, что вот вы тут присутствуете, что что-то здесь вообще происходит. So he had been quite impaired. Он сильное нарушение очень много. Now, he'd be very aware of each of you in this event taking place. Он уже осознавал бы, то есть осознает, что вот здесь присутствуют люди, что происходит событие какое-то. So he became very curious, asking many questions about things around him. Он стал очень любознательным, он очень много вопросов начал задавать по поводу того, что его окружает. Why mama? Why mama? Why mama? Почему мама? Почему мама? Почему? Very curious, wanting to Очень, know очень everything. любознательный, все хочет знать. His mother said something triggered in his brain. То есть мама сказала, что что-то вот запустилось у него в мозге. Just like the 5-year-old Ethan I mentioned earlier. Это вот так же, как произошло то, что произошло с 5-летним Итаном. Slide, please. So after 2 months, И через 2 месяца the tension was up, and he was no longer distracted by things. его уже ничто не отвлекало, то есть он мог уже внимание. He would initiate conversation. Он сам начинал разговор, He could structure sentences, он мог структурировать уже предложения, begin to use adverbs, начал использовать наречия, past tense verbs. начал использовать глаголы в прошедшем времени, His disfluency in speech improved. уменьшилось количество слов-паразитов, более связанная речь, His motor skills and coordination improved, улучшилась его моторика и координация, and postural control for long periods of и time. он лучше контролирует положение тела на более длительный период времени. He's continuing therapy now with continued very good results. И он продолжает вот это лечение, и результаты по-прежнему продолжают быть очень хорошими. Next slide. Some of these research studies are all very similar because they're repeated studies evaluating the same protocol with different children to see if the results continue to happen. Ну, практически вот многие из этих исследований, они очень похожи друг на друга, потому что фактически на разных детях мы проверяли эту программу, и вот, чтобы определить, помогает ли она одинаково везде. So this study was investigating the effect of the listening program for children with mild autism, or what's labeled as pervasive developmental disorder. Ну, это вот программа как раз использовалась, это исследование, когда использовалась эта программа, дети, у которых такой слабый аутизм был, то, что называется неспецифическое первозинное расстройство развития. This study was carried out at the Children's Hospital in Utah. Это исследование проводили в детском госпитале в штате Юта, which is where we are from. а мы как раз оттуда. And they were evaluating if they would use our intervention within the hospital for children with special needs. Ну и они исследовали, вот, чтобы выяснить для себя, будут ли они использовать наши программы и для детей, для лечения своих пациентов. As a result of this study, the hospital has been using our methods for 8 years now. И вот в результате этого исследования, теперь этот госпиталь уже 8 лет использует наш метод. With most of the patients with pediatric special needs. А в основном это для тех пациентов, у которых особые потребности педиатрические. One child in the study, these are the quotes of the research investigators. Это вот цитаты исследователей, That after an intervention, this young boy with autism что после применения этой программы мальчик с аутизмом no longer had poor posture, уже больше у него не проявлялась плохая осанка. This is a boy that always had to be touching things.
Это тот мальчик, always moving around, Который touch. всегда, вот когда он двигался, он все должен был трогать. That stopped. Это прекратилось. His handwriting got better. Почерк у него улучшился. He wouldn't get frustrated any longer. His stress was very low. Он уже больше не отчаивался, не находился под таким сильным стрессом. And he could adapt. He could make transitions from home to school, from school to home. И он мог адаптироваться, он мог уже вот перемещаться самостоятельно из дома в школу, из школы домой. And in addition, had very good responses on the standardized tests that were performed to evaluate his sensory performance. Ну и плюс к этому он очень хорошо прошел, уже дал хорошие результаты по тем тестам, которые стандартные тесты проводились. Next slide. Same research team has done a lot of research on the listening program with children with autism that are sensory sensitive. Вот также эту же программу использовали для детей с аутизмом, которые очень чувствительны, сверхчувствительны. Slide, please. Slide, please. So this is just another study investigating the same conditions. Ну, это еще одно исследование, которое рассматривает те же самые проблемы. And with children with autism, what we generally have to measure are their behaviors. Ну и у детей с аутизмом то, что мы в основном измеряем, это их поведение. The relationship of negative behavior to positive behavior. Соотношение позитивного и отрицательного поведения. So on this chart on the left, Слева на этой таблице we see each week of the program или схема. across the chart. Мы видим вот тут каждая неделя этой программы. The blue dots indicate how many negative behaviors would be reported in a day. Голубые точки показывают, сколько эпизодов отрицательного поведения в день случалось. And red would indicate how many positive behaviors. А красная показывает позитивное, положительное поведение, тоже сколько раз в день. In this particular child in the first week, a typical day was 14 negative behaviors. И вот этот ребенок, первая неделя, когда он попал на эту программу, вот типичное его поведение, 14 эпизодов негативного, такого отрицательного поведения, To 2 positive. и 2 положительных. Bad ratio. То есть плохое соотношение. Each week that he does the therapy, Каждую неделю, когда он проходит лечение, we see the negative behaviors drop. мы видим, что количество эпизодов отрицательного поведения уменьшается, Then very slowly the positive behaviors increase. а медленно увеличивается количество эпизодов положительного поведения. So that at 18 weeks, И на 18-й уже неделе we see more of a normal ratio мы уже response, видим более нормальное соотношение. which would be our goal. И это как раз и есть наша цель. Next chart, please. As you know, ultimately everything we're doing is about helping these children. Ну и вы знаете, что в конечном итоге все, чем мы занимаемся, это мы пытаемся помочь этим детям. And to me, often the most important thing is how they feel and what they say about their experiences. Ну и для меня всегда очень важно, как они ощущают, что они чувствуют, что они говорят из своего этого уже опыта. This is a child, Max, who was diagnosed with autism when he was 3 years old. Это ребенок Макс, диагностировали аутизм, когда ему было 3 годика. The listening program was his primary therapy. Основная его терапия лечения, это была наша программа слушания. Max says he likes to do it because the music's pretty and it helps him not be anxious and keeps him calm.
Ну и Макс говорит, что ему нравится это лечение, потому что музыка помогает ему успокоиться, помогает ему быть спокойным и, в общем-то, дает возможность провести интересное время. As we see from that smile, he's a happy boy. И мы видим по его улыбке, что мальчик счастливый. Next slide, please. Another interesting body of research on our program Ну, еще интересный такой орган, который проводит исследования нашей программы. investigating the method to help children with toilet training problems. Они исследуют, как этот метод помогает научить детей опрятности, то есть развить привычку пользоваться туалетом. This was a study within the National Health Service in Great Britain. Это исследование проводилось в Министерстве здравоохранения Великобритании. With severely special needs children that still needed to be in diapers. Это те дети, у которых большие трудности психического развития и которые пользовались памперсами. They've been receiving the standard intervention for therapy. Но они получали обычное лечение. We're not responding, we're still having problems soiling and wetting their diapers. Но тем не менее реакция, то есть не очень хорошо воспринималось это лечение, они продолжали мочиться, да, то есть вынуждены были пользоваться памперсами. So these were children that were unresponsive to intervention. То есть они фактически не реагировали на вот такую интервенцию. In the research, they took 12 children with this problem. В этом исследовании они взяли 12 детей, у которых была такая проблема недержания. They did the listening program with the air and bone conduction for 10 weeks. 10 недель применялась эта наша программа слушания с костной проводимостью и воздушной звуковой проводимостью. After 10 weeks, 7 of the 12 children no longer needed to wear diapers. Через 7 of 12. где-то от 7 до 12, 7 из вот этих 12 детей после этой программы уже больше не должны были пользоваться. Через 7-12 недель. 7 через, да. Then they continued the therapy for another 10 weeks. Потом они продолжили еще на 10 недель это лечение. The remaining 5 children also had a successful outcome. И вот оставшиеся 5 детей тоже получили успешные результаты. We don't have time to go into the neurological organization to explain what we believe is happening. Но у нас нет времени, чтобы сейчас объяснять, что мы считаем там происходит с точки зрения неврологии. Except to say that the bone conduction was a very important element. Единственное, что могу сказать, что вот именно костная проводимость тут была очень важным элементом. To help influence these autonomic nervous system functions. Потому что она как раз помогала влиять на вот эту адинамическую функцию нервной системы. This research was presented at the European Society for Pediatric Urology in Turkey in April of 2010. В апреле 2010 года это исследование представили на Конгрессе Европейского общества педиатрической урологии в Турции. Next slide, please. Another study on children with Down syndrome. Еще одно исследование – это дети с синдромом Дауна. Published in Journal Music and Medicine. Это опубликован в «Музыка в медицине». So 9 children, ages 5 to 12. 9 детей взяли, возраст от 5 до 12 лет. Did a 10-week protocol of the listening program. Они прошли эту программу 10 недель. With significant improvements in speech and vocabulary. Очень после этой программы улучшилась их речь, очень увеличился словарный запас. Auditory processing and better attention.
Также повысилось внимание и процесс восприятия звука улучшился. Next slide. Next slide, please. I also should mention some of the research with adults. Ну, также хочу сказать о некоторых исследованиях со взрослыми пациентами. This was a study done in the Swedish healthcare system. Это исследование, которое проводили в шведской системе здравоохранения. For adults that suffered from work burnout, depression. Это те взрослые, которые страдали от депрессии в результате усталости на работе. They did a 10-week protocol of the listening program with air and bone conduction. Они 10 недель, опять-таки, вот, применяли этот протокол на слушание, опять при помощи костной проводимости. So that was one group. Это одна группа такая была. The other group received the standard treatment, which is psychotherapy. А вторая группа получала стандартное лечение, то есть психотерапию. On the two standardized questionnaires for stress symptoms, Две стандартные анкеты были по симптомам стресса. which are standards for research on depression, Это фактически есть стандарты исследования депрессии. we see in both charts Мы на обеих этих графиках видим depression and elevated stress symptoms are in red, вот депрессия и симптомы красным показаны, mild depression in yellow, слабая депрессия желтым цветом, normal response in green. а обычная реакция зеленым цветом. The listening program group is the blue dot. Та группа, которая получала вот это лечение слуховое, это точки синие или голубые. Psychotherapy is red. Психотерапия красные точки. The group that did the listening program went from depression to normal stress responses. Группа, которая получала это лечение, они от стресса к нормальному состоянию перешли. Statistically significant outcome. Это статистически очень значимый результат. The psychotherapy group had very little response. А группа, которая получала психотерапию, у них очень небольшой результат. That study was replicated by a different group of investigators with the same outcomes. Ну и вот это исследование, оно повторялось разными группами исследователей, а результаты были те же самые. We're now working to provide this as a standard of care in Sweden, and government-provided services for adult burnout. Фактически вот теперь это уже мы работаем над тем, чтобы это было принято как стандарт в Швеции по лечению, и это государственная даже программа по лечению вот таких стрессов от усталости фактически для взрослых человек. So as you can see, we have a very broad range of application and results. То есть вы видите, что у нас очень широкий диапазон и применения нашей терапии, этой лечения и результатов. Which is a strong reflection of the very powerful influence music has on each of us. И это фактически очень сильно показывает то, вот насколько мощное влияние оказывает музыка на нас. Next slide. The newest method in the listening program is called In Time. Самый новый метод в программе слушания называется In Time. The traditional listening program is all made up of classical music. Традиционная программа слушания, она вся составлена из классической музыки. In Time is rhythmically based percussive music. А In Time это перкуссионная музыка на основе ритма. With specialized compositions. Там очень специализированные такие композиции. Designed into protocols like the listening program. Они специально так сведены в этот протокол, так как вот наша программа Listening Program. So, but in addition to the emphasis on sound frequency training in the brain, Но вот тут плюс к тому
Уделяется внимание обучению вот, на основе восприятия частоты. It's stimulating rhythm, beat perception, and timing. Эта программа стимулирует восприятие ритма, восприятие вот, ударов и времени. Which are each crucial in both communication and movement. А это очень важно при коммуникации и при движении. The therapy also involves active drumming, Также эта терапия, она подразумевает активную барабанную дробь. so first you listen, Вначале вы слушаете, then you do drumming activities а потом вы начинаете играть на барабане. using a special therapeutic drum. Используется специальный такой терапевтический барабан. So the results are very similar to the listening program, Результаты очень похожи на результаты программы слушания, but we'll use this for children with more severe problems. но мы используем эту программу для детей, у которых более сложные проблемы сенсорные. And those that need more dynamic intervention. Для тех детей, которым нужна более динамическая интервенция. Okay, so again, the method is practiced like the listening program, but the training sessions are 9 minutes long rather than 15. Ну, опять-таки, эта программа очень похожа на программу вот ту listening, но тут сессия длится не 15 минут, а 9 минут. And you do 1, 2, or 4 sessions a day. И одну, две или 4 таких сессии в день человек Next slide. проходит, получает. And next slide. Next slide, please. Igor, are you going to speak to this at all? Maybe you. So. Okay. Very important research has recently been conducted in St. Petersburg, Russia. Очень важное исследование недавно проводили в Санкт-Петербурге, в России, Which was just published in August in a journal from the Canadian government. Вот просто в августе этого года оно было опубликовано в журнале канадского правительства. Which is International Education Studies. Это международные исследования в сфере образования. My colleague, Dr. Igor Efimov, will be speaking next, and this research was conducted in their group of clinics in St. Petersburg. Ну вот мой коллега Игорь будет вот, рассказывать об этом исследовании, потому что оно проводилось как раз у них и группой. Wherein they have a very special sensory motor neurodynamic intervention modality that they do. Там они очень такую специальную проводят тоже терапию, она моторно-сенсорная, динамическая. It's intensive therapy done 7 days a week for 2 weeks. Это интенсивная терапия, проводится 2 недели, 7 дней в неделю. This has been done with thousands of children with very positive results. И тысячи детей уже прошли ее с очень хорошими результатами положительными. And they wanted to investigate the difference if the listening program in time method was added to their existing treatment plan. Ну и также вот они хотят исследовать, что если к их существующему этому методу добавлять еще метод in time и программу слушания. Это как раз проведено, об этом это исследование. Уже. So one group did the neurodynamic method, the other group did the neurodynamic method plus in time. Одна группа проводила просто метод нейродинамический, а вторая нейродинамический метод плюс in time. 18 children in each group, ages 5 to 12. 18 детей было в каждой из групп, возраст детей от 5 до 12. With developmental disorders and learning problems. У них были нарушения с проблемами обучения. Both groups did well. Обе группы дали хорошие результаты. However, the in-time group had significant changes that the other group did not.
та группа, которая получала плюс in time, они показали такие значительные изменения, которых не было у группы, которая не получала in time. This was measured using the complex auditory responses. Это измерялось исследованием специальных реакций подкорки. And it was found that in time improved the function of the cerebellum. И было зарегистрировано то, что вот эта программа InTime улучшает функции мозжечка. The P300 brainwave related to activation of the hippocampus. Волна, да, специальная, она которая связана с когнитивной функцией. And improved speed of the auditory brainstem response. И она также увеличила скорость слухового Go through to the end. This is my book. If we go back, if you read English, you can access Healing at the Speed of Sound, which discusses many of the principles of the work that we. Лечение со скоростью звука, это если вы читаете на английском, то можете его прочитать. I hope this picture puts a smile on your face. Ну, надеюсь, что глядя на эту фотографию, вы просто улыбнетесь. These are children in Mexico. Это дети в Мексике. That are part of a very large research study testing the listening program with bone conduction. Группа, которая проходит вот как раз тестирование программы, это и слушание, при исследовании идет. To enhance the learning of children, young children with no problems. И эта программа используется для того, чтобы увеличивать способность к обучению детей, у которых нет никаких проблем. So, this is a brief introduction to our work, but I hope it gives you some idea of the broad applications and some of the research findings that demonstrate that this is a worthwhile intervention for you to explore here in the Ukraine. Ну вот, надеюсь, что это все поможет вам, в общем-то, определиться и поверить, что понять, захотеть попробовать, что вот эта программа действительно очень помогает. I thank you very much for your time and И attention. огромное спасибо и за время. Дякую, пане Алекс. У нас по програмі зараз кава-брейк. Будь ласка.